Всем привет, дорогие друзья и гости моего канала. Это видео для тех, кто впервые или не так давно начал играть в игру Badlanders, а также по просьбам подписчиков моего канала. С чего начать и какая цель игры, я постараюсь вам рассказать в этом видео. Первое, о чем я бы хотел вам рассказать, это цель игры. Ее суть очень проста, так как это аналог всем известной нам игры Побег из Таркова. Но все же Badlanders имеет свои уникальные элементы. Цель игры – это залутать как можно больше дорогого лута, или же ресурсы для создания вещей, а также модификации для оружия, брони и так далее. При этом выжить и не умереть. В этой игре нет цели занять топ-1 по урону, можно вообще никого не убивать и выносить горы лута. В этой игре главное ресурсы и побег, а стрельба на втором месте. Но есть разные тактики. Можно избегать перестрелок и лутать ресурсы, либо активно в них участвовать и лутать тех, кого убили. Лут в игре делится на такие типы, как шлем, броня, обувь, рюкзак, оружие, а также модификации к оружию. Существует 5 вариантов по ценности лута. Это белый, зеленый, синий, фиолетовый и золотой. Серый и зеленый в большей степени это расходный материал, который можно использовать для вылазок на карту, а также продавать за небольшие суммы. Также к этому относятся и фрагменты ресурсов. По цветам и ценности все то же самое. Так что же делать новичку при заходе в игру? Я вам рекомендую как можно больше выходить на вылазки абсолютно пустым. Но чтобы не дать себя в обиду, я рекомендую купить обычный револьвер за $300 и 12 патронов к нему. Это 2 барабана. Пылесосьте с полок абсолютно все и тащите к себе домой. Шмот серый и зеленый можно продавать через склад, так как на аукционе за него ничего не дадут. Синий, фиолетовый и золотой смело выставляйте на аукцион за любую сумму. В самом начале вам дадут 60 ячеек на складе, и много лута накопить не получится. Ресурсы продавать не рекомендую, даже белого цвета, так как они пригодятся для начального крафта брони и патронов. Теперь, когда мы немного разобрались с целью игры, я вам расскажу, как правильно играть. Старт игры начинается с рандомного места на карте. Первым делом бежим в ближайшее здание за оружием, поскольку рядом с вами как минимум появляются еще 2 игрока. И оружие это первое, что сможет вас защитить. Если у вас на старте есть какое-то оружие и пустой рюкзак, то не бойтесь бежать и убивать ближайших врагов. Меньше народа, больше кислорода, ну и конкуренции поменьше. Самое главное, не стесняйтесь убегать от противника, если он вас превосходит по вооружению и защите. Напоминаю, что в данной игре нет цели убить как можно больше игроков, и за нанесенный урон вам наград не дадут. Ваша цель набрать побольше вкусняшек и сбежать домой. Вам дают около 20 минут на то, чтобы собрать лут и убежать с карты. Есть 2 варианта выхода, платный и бесплатный. Платный стоит 1000 баксов, которые можно найти во время сбора ресурсов. Информация по выходам находится на карте. Нажимаете букву М и смотрите в левом верхнем углу информацию по выходам. Рекомендую быть крайне осторожным на выходах из карты, потому что там вас могут ждать игроки, которым нравится убивать залутышей и спокойно убегать домой. На карте имеется 3 выхода, которые открываются поочередно. Первый и второй, как правило, открываются вместе, третий в последнюю очередь. Есть еще 4-й выход, который появляется на карте рандомно. Если не успел выйти через 3-й, то беги к 4-му. Но помни, что после открытия у тебя есть ровно 2 минуты. Если не успел выйти, то ты умираешь и теряешь весь лут. В верхней части рюкзака у вас есть 2 ячейки сейфа. В них вы можете положить во время матча 2 любые вещи, кроме оружия. На оружие требуется 3 ячейки. Если вас убьют во время матча, то эти вещи автоматически отправятся с вами на склад. Главное, не забудьте их выгрузить. Как только у вас накопится достаточное количество ресурсов, то переходите на верстак и можно потихоньку крафтить шмот. Его можно либо продать на аукционе, либо носить самому. Выбор за вами. Ну вроде бы для нормального старта я все рассказал. Если вам понравилось видео, то поставьте лайк и оставьте, пожалуйста, комментарий. А также не забывайте про подписку и колокольчик. Это меня мотивирует на создание нового контента. Если есть пожелания по гайдам, пишите также в комментарии. Я в свою очередь отвечу всем и постараюсь выполнить ваши просьбы. Всем мирного неба над головой. Пока-пока.